Москва конца 2000-х и начала 2010-х годов представляла собой бурлящий котел, куда со всех концов страны стекались амбициозные и молодые люди. Многие из них мечтали о быстром успехе, славе и финансовой независимости. Провинциальные красавицы штурмовали кастинги модельных агентств, надеясь на крупные контракты, съемки в глянцевых журналах или хотя бы на высокооплачиваемую работу в сфере эскорт-услуг. На фоне этой безумной гонки за красивой жизнью в столице расцветал своеобразный темный мистицизм. Мода на йогу, вегетарианство и восточные практики причудливым образом смешивалась с походами к гадалкам, верой в сглаз, порчу и чистку кармы. В условиях жесточайшей конкуренции и одиночества в мегаполисе молодые суеверные девушки искали опору в тех, кто обещал им легкое решение любых проблем с помощью магии. Одним из таких проводников в мир эзотерики стал человек, называвший себя Гошей-магом или волшебником Георгием. Под этим звучным псевдонимом скрывался Георгий Мартиросян, уроженец Тбилиси 1969 года рождения. Его внешность была далека от образа загадочного мистика. Одутловатое лицо, глубоко посаженные бесцветные глаза, плотное телосложение. Реальная биография целителя также не имела ничего общего с духовностью, а его путь к магии начался с обычного уголовного ремесла. Еще во времена Советского Союза он совершал кражи в Белоруссии, за что был судим, а в конце 90-х годов перебрался в Россию и примкнул к банде, занимавшейся разбойными нападениями на квартиры. Именно этот криминальный опыт квартирного грабителя научил Мартиросяна тонко оценивать поведение людей, находить их уязвимые места и подавлять чужую волю. Его задержали и осудили на длительный срок, однако в 2000 году он досрочно вышел на свободу по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы. После этого Мартиросян пытался работать водителем, продавцом, экспедитором, но честный труд приносил скромный доход, не соответствующий его амбициям. Магический салон стал для него более безопасной и прибыльной альтернативой квартирным налетам. В 2007 году Мартиросян решил сменить род деятельности. Он зарегистрировал анкету на популярном сайте знакомств и создал простой персональный сайт, где объявил себя потомственным целителем и экстрасенсом. Спектр услуг был стандартным: снятие порчи, избавление от венца безбрачия, привороты и очищение ауры. Поначалу его клиентками становились обычные женщины средних лет, но в 2009 году к нему обратилась Римма, девушка, вращавшаяся в кругах столичного модельного бизнеса. Обряды Гоши произвели на нее впечатление. Она рассказала о чудотворце подругам, и вскоре сарафанное радио обеспечило Мартиросяну постоянный приток новых клиенток. Ими стали молодые, доверчивые девушки, приехавшие покорять Москву из регионов. Экстрасенс быстро нащупал психологические слабости своей аудитории. Он сознательно отказывал в помощи мужчинам, работая исключительно с женщинами в возрасте от 18 до 50 лет. Стоимость одного сеанса у него составляла около $200. Вскоре доходы позволили лжемагу приобрести частный дом в Королеве, при котором он обустроил баню. Именно там проходил его авторский обряд единения с природой. Девушек парили, после чего они голыми выбегали во двор, обнимали деревья и шептали им свои сокровенные желания. Мартиросян активно использовал психологическое давление, гипноз, подпаивал клиенток алкоголем и веществами, внушал им страхи и тут же предлагал защиту. По оценкам специалистов, Мартиросян обладал чертами классического социопата и психопатического манипулятора. Он получал удовольствие от безграничной власти над своими жертвами, а его нарциссизм проявлялся в желании доминировать. В своем доме он позировал для фотографий на импровизированном троне в золотой короне, окруженный подчинившимися ему девушками. Его оккультная практика представляла собой дикую смесь из деревенского колдовства, жертвоприношения животных, например, ритуального забоя петуха в лесу с последующим обмазыванием кровью, и откровенного насилия. Для некоторых наивных девушек он стал непререкаемым авторитетом, контролирующим их личную жизнь, финансы и поступки. В 2011 году Мартиросян решил перейти к более крупным ставкам. Мелкие гонорары за сеансы его больше не устраивали,
и он разработал схему под названием «Обряд на увеличение денег». По его сценарию, клиентка должна была обналичить все свои сбережения, принести их к нему, чтобы он провел над купюрами специальный ритуал, превращающий их в мощный финансовый магнит. Первоначально Мартиросян попытался реализовать этот план с замужней предпринимательницей Ольгой, у которой имелось 8 миллионов рублей наличными. Он предложил ей поехать с этими деньгами к некой знахарке за 300 километров от Москвы. Однако женщина проявила благоразумие, поняв опасность поездки с огромной суммой в глушь, отказалась от ритуала и разорвала контакты с магом. Мартиросян учел ошибку и скорректировал сценарий. Теперь ехать никуда не требовалось. Ритуал можно было провести прямо дома у клиентки. Следующей целью мошенника стала 23-летняя модель Наталья Трапезникова. Уроженка Нижнего Новгорода, в юности она серьезно занималась академической греблей, из-за чего травмировала спину. Травма причиняла ей постоянную боль, мешая долго ходить на каблуках во время показов. Тем не менее, Наталья была успешной моделью, выигрывала конкурсы красоты, работала по контракту в Японии, а в Москве училась в Академии государственной службы. Гоша Мак пообещал избавить ее от боли в спине и помочь карьере. Вскоре девушка оказалась под его полным ментальным контролем. Мартиросян убедил ее расстаться с молодым человеком и внушил мысль, что подруга по модельному агентству пытается ее отравить. Наталья мечтала приобрести автомобиль и открыть собственное дело, для чего скопила 1,5 миллиона рублей. В июне 2011 года целитель убедил ее снять деньги со счетов. Родственники Натальи в Нижнем Новгороде испугались за сохранность такой суммы и настояли на том, чтобы положить деньги в банковскую ячейку. Однако в конце августа девушка внезапно вернулась в родной город, забрала деньги из банка и улетела в Москву, заявив матери, что экстрасенс требует привезти наличные в столицу для проведения ритуала. 20 сентября 2011 года Наталья перестала отвечать на звонки. Обеспокоенные родители написали Мартиросяну в социальных сетях. Тот перезвонил и заявил, что ничего не знает. Видел девушку 4 дня назад, а сам сейчас находится в Грузии. Почувствовав неладное, родители срочно выехали в Москву. Дверь съемной квартиры Натальи оказалась не запертой. Сосед случайно нажал на ручку во время разговора, и она поддалась. Внутри бегал и скулил ее той-терьер по кличке Тугрик. Собака терпела больше суток, хотя перед уходом из квартиры кто-то насыпал ей полную миску сухого корма. На кухонном столе лежали закопченная ложка и вещества в пакетах. Саму Наталью родители обнаружили мертвой в наполненной водой ванной. Следствие по делу о гибели модели с самого начала пошло по ложному пути. Следователь Следственного отдела Следственного комитета по району Москалец, увидев обстановку в квартире и получив результаты экспертизы, выявившей в крови девушки смертельную смесь героина и метадона, поспешил оформить отказ в возбуждении уголовного дела, списав все на банальную передозировку или самоубийство. При этом правоохранители проигнорировали массу странных нестыковок. Наталья никогда не употребляла вещества. На шприце и ложке не было ее отпечатков пальцев. Сам шприц внутри оказался абсолютно чистым, без следов раствора, а часть вещества каким-то образом попала в желудок погибшей. Кроме того, приняв столь мощную дозу на кухне, девушка физически не смогла бы самостоятельно дойти до ванной. На протяжении нескольких месяцев родители Трапезниковой писали жалобы во все инстанции, требуя провести полноценное расследование. Но дело сдвинулось с места только тогда, когда в Москве обнаружили еще 2 аналогичных трупа. Легкость, с которой правоохранительные органы закрыли глаза на смерть Трапезниковой, сыграла роковую роль в психологии убийцы. У Мартиросяна сформировалось ложное убеждение в собственной неуязвимости и абсолютной безнаказанности. Будучи убежденным, что полиция не станет расследовать гибель девушек, приехавших покорять столицу и якобы употреблявших наркотики, он потерял всякую осторожность и пошел на новые убийства. Жертвами лжеэкстрасенса стали 21-летняя модель Мария Агаркова и ее 38-летняя мать Наталья, приехавшая в столицу из Краснодара. Мать была мастером спорта по художественной гимнастике и работала фитнес-инструктором. Дочь занималась синхронным плаванием и пробовала силы в модельном бизнесе. Обе вели исключительно здоровый образ жизни.
Женщины продали имущество на родине и собрали 5 миллионов 100 тысяч рублей для покупки квартиры в Москве. Обе были клиентками Мартиросяна, и, узнав от них о собранной сумме, он предложил им свои услуги. Вызвался подобрать жилье с хорошей энергетикой, выступить посредником в сделке и провести ритуал очищения над деньгами. В ночь на 14 января 2012 года Мартиросян пришел к ним в арендованную квартиру. Во время проведения обряда он подсыпал им напитки, запрещенные вещества. На этот раз доза оказалась огромной. Она почти в 20 раз превышала ту, которую натравил Трапезникову. Мать и дочь скончались быстро. Злоумышленник похитил 5 миллионов 100 тысяч рублей, дорогие ювелирные изделия, разложил на столе шприцы и ложки для инсценировки передозировки и скрылся. В этот раз версия о случайном отравлении наркотиками развалилась сразу. Родственники погибших категорически отрицали, что женщины могли употреблять запрещенные вещества. Переломным моментом в расследовании стали вещественные доказательства. В пепельнице на кухне следователи нашли окурки обычных крепких мужских сигарет со следами зубов. Наталья Агаркова курила только тонкие дамские сигареты, а ее дочь не курила вообще. Оперативники начали проверку контактов погибших и биллинга их мобильных телефонов, в результате чего имя Георгия Мартиросяна вышло на первый план. Следователи подняли материалы по делу Натальи Трапезниковой и обнаружили, что в ее квартире также были найдены окурки с ДНК Мартиросяна. Однако тогда его допросили лишь как свидетеля и отпустили. Кроме того, Мартиросяна подозревали в причастности к исчезновению 31-летней Инны Филипповой, владелицы компании по торговле трубами и арматурой из Королева. Женщина была его давней клиенткой, хотела приворожить мужчину и наладить дела в бизнесе. В ночь на 29 декабря 2011 года она забрала все свои сбережения, вышла из дома для встречи с магом и бесследно пропала. Ее тело так и не было найдено. 22 февраля 2013 года Георгий Мартиросян был задержан в Москве. При обыске в его загородном доме оперативники обнаружили не только оккультную атрибутику и украшения убитых девушек, но и 6,6 килограмма запрещенного вещества. На допросах лжеэкстрасенс категорически отрицал свою причастность к убийствам, пытаясь переложить вину на самих жертв. Он утверждал, что девушки вели беспорядочный образ жизни и употребляли вещества. По поводу Натальи Трапезниковой он заявлял, что в ночь ее смерти они выпивали. Она добровольно принимала вещества, после чего легла в ванную, а он ушел под утро, случайно забрав с собой бутылку французского виски, которую Наталья приготовила в подарок отцу. Однако следствие предоставило весомые доказательства его вины. Записи с камер видеонаблюдения, установленных на подъезде дома Трапезниковой, зафиксировали мужчину плотного телосложения в куртке с капюшоном и бейсболке, который трижды пытался войти в подъезд около половины 12 ночи. В 1:29 Наталья, вернувшаяся с прогулки с собакой, впустила его. Около 6 часов утра камера сняла, как Мартиросян выходит из подъезда с тяжелым пакетом в руках. По версии следствия, в пакете находились похищенные 1,5 миллиона рублей, а не бутылка виски, как утверждал подсудимый. Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей в Московском городском суде. В рамках дела в отношении подсудимого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты признали Георгия Мартиросяна полностью вменяемым. Эксперты отметили, что он не страдал психическими заболеваниями или расстройствами, отдавал себе отчет в совершаемых действиях и руководил ими. Его преступления были актом холодной, циничной корысти и осознанного насилия, лишенного каких-либо душевных метаний. Мартиросян вел себя вызывающе, обвинял следователей в пытках током и пытался очернить погибших девушек в СМИ. Тем не менее, собранные доказательства, включая результаты генетических экспертиз ДНК на окурках сигарет и показания свидетелей, убедили присяжных в его виновности. 22 апреля 2014 года Московский городской суд приговорил Георгия Мартиросяна к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить родственникам погибших 23 миллиона рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда.
Апелляционные жалобы защиты не принесли существенных результатов. Срок заключения был сокращен лишь на 1 месяц. Чтобы понять, кем на самом деле был Георгий Мартиросян, нужно вернуться к началу. В Тбилиси конца 60-х. Он родился в 1969 году в столице Грузинской ССР. О его детстве и семье известно немного. Ни в материалах суда, ни в журналистских расследованиях не упоминаются ни родители, ни братья, ни сестры. Это само по себе говорит о многом. Человек, который позже выстроит вокруг себя целый культ из зависимых женщин, вырос без видимой семейной опоры. Ни одного родственника, который пришел бы на суд. Ни одного человека из прошлого, который сказал бы журналистам хоть слово. Хорошее или плохое. Как будто у Мартиросяна не было жизни до преступлений. Его криминальная биография начинается еще в Советском Союзе, с банальных краж в Белоруссии, за которые он получил первую судимость. Для понимания его личности важно не то, что именно он крал, а то, что он выбрал этот путь еще до распада страны, еще в системе, где работа и место в обществе были доступны каждому. Он не стал преступником от безысходности 90-х. Он был преступником до них. Когда Союз рухнул и наступил хаос, Мартиросян перебрался в Россию и нашел себе занятия по навыкам. Вступил в банду, которая занималась квартирными разбоями. Группа врывалась в жилище, запугивала хозяев и выносила ценности. Именно здесь, среди грабителей, Мартиросян приобрел свой главный инструмент. Не нож, не пистолет, а умение читать людей. Квартирный налетчик должен за секунду определить, кто перед ним. Будет ли человек сопротивляться или сломается от одного окрика? Где прячет деньги? Как его контролировать? Этот навык – давить психологически, находить слабое место и бить точно в него – Мартиросян отточил в бандитских 90-х и потом перенес в кабинет целителя. Его поймали и осудили на длительный срок. Но в 2000 году он вышел по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы. Ему был 31 год. Человек с криминальным стажем, без образования, без профессии, без семьи, на свободе в стране, где миллионы людей не могли найти нормальную работу. Он пытался. Работал водителем, продавцом, экспедитором. По некоторым данным, пробовал себя поваром или лесорубом. Ни одна из этих профессий не задержала его надолго. Доход был скромным, а амбиции непропорционально большими. Мартиросян не хотел зарабатывать. Он хотел брать. И к 2007 году нашел способ делать это безопаснее, чем грабить квартиры. Переход от разбойника к магу – это не перерождение и не случайность. Это эволюция хищника, который сменил метод охоты. Квартирный грабитель действует грубо, силой, угрозами, риском. Экстрасенс-мошенник действует тонко. Жертва сама несет деньги, сама открывает дверь, сама раздевается для обряда. Насилие заменяется манипуляцией, а результат тот же. Мартиросян понял эту арифметику раньше, чем можно было бы ожидать от человека с его биографией. И вот здесь проявилась его главная черта. Не безумие, не одержимость, а холодный расчет прирожденного паразита. Специалисты, проводившие судебную психолого-психиатрическую экспертизу, признали Мартиросяна полностью вменяемым. Он не слышал голосов, не страдал бредом, у него не было шизофрении или какого-либо другого психического расстройства. Это важно. Он понимал, что делает, и делал это сознательно. Но вменяемость – это юридическая категория. Она означает лишь то, что человек может нести ответственность за свои поступки. Она не говорит о том, что его личность нормальна. По поведению Мартиросяна, как до ареста, так и после, психологи и журналисты отмечали целый набор черт, характерных для антисоциального расстройства личности. Полное отсутствие эмпатии. Он убивал женщин, которые ему доверяли, и не испытывал ничего, кроме удовлетворения от добычи. Патологическая склонность к манипуляции. Он не просто обманывал, он перестраивал реальность вокруг жертвы, разрушая ее связи с друзьями и близкими, внушая ей страхи и зависимость. Наталью Трапезникову он убедил расстаться с молодым человеком. Внушил ей, что подруга по агентству хочет ее отравить.
Систематически изолировал от всех, кто мог бы сказать «опомнись». Нарциссизм. В его доме в Королеве нашли фотографии, на которых он сидит на самодельном троне в золотой короне, окруженный подчинившимися ему девушками. Это не поза для клиентов. Это искреннее наслаждение властью. Но самое показательное – это то, как он вел себя после ареста. Мартиросян ни разу не выразил сожаления, не попросил прощения, не признал вину. Вместо этого он планомерно очернял мертвых девушек, заявляя, что они сами употребляли вещества, что вели беспорядочный образ жизни. Он обвинял следователей в пытках, пытался представить себя жертвой системы. На суде вел себя вызывающе, провоцировал, кривлялся. Это не стратегия защиты, это характер. Человек, который даже перед лицом неопровержимых доказательств не способен признать, что сделал что-то дурное. Не потому, что боится наказания, а потому, что искренне не считает свои поступки преступлением. В его картине мира другие люди не люди, а ресурс. Почему Мартиросян стал тем, кем стал? Есть соблазн сказать, потому что детство, потому что среда, потому что 90-е. Но это было бы слишком простым ответом. Тысячи людей выросли в тех же условиях, без семьи, без денег, в хаосе постсоветского распада, и не стали убийцами. Мартиросян стал. И цепочка его превращения прослеживается четко. Первый шаг – кражи еще в Союзе. Он выбрал преступный путь не от нужды, а от нежелания жить по правилам. Второй шаг – банда в 90-х. Здесь он научился главному. Другие люди – это инструмент и добыча, а страх – это рычаг. Третий шаг – досрочное освобождение по амнистии. Система дала ему второй шанс, и он потратил его на поиск более изощренного способа грабить. Четвертый шаг – образ мага. Здесь он впервые ощутил не только деньги, но и власть. Женщины приходили к нему сами, подчинялись добровольно, верили каждому слову. Для человека с его складом личности это было наркотиком мощнее любого героина. Пятый шаг – первое убийство. Трапезникова. 1,5 миллиона рублей. Полиция списала все на передозировку. Мартиросян убил, и ничего не произошло. Дело закрыли. Его даже не задержали. И вот этот момент, безнаказанность, стал точкой невозврата. Шестой шаг. Убийство Агарковых. Он действовал увереннее, грубее, небрежнее. Доза вещества была в 20 раз больше. Он уже не осторожничал. Он чувствовал себя неуязвимым. Можно ли было остановить его раньше? Да. И вот что по-настоящему страшно в этой истории. Не сам Мартиросян, а система, которая позволила ему убивать. Когда умерла Наталья Трапезникова, у следствия были все основания копнуть глубже. На шприце не было ее отпечатков. Шприц внутри был чистым. Вещество оказалось не только в крови, но и в желудке. Девушка, по словам всех близких, никогда не употребляла запрещенные вещества. И все это следователь Москалец проигнорировал, оформив отказ в возбуждение дела. Если бы в сентябре 2011 года по делу Трапезниковой начали нормально работать, Мария Агаркова и ее мать были бы живы. Между первым и вторым убийством прошло меньше 4 месяцев. 4 месяца, в течение которых родители Натальи писали жалобы, а полиция складывала их в стол. Эта история не только о преступнике. Это история о системе, которая не защищает тех, кого считает незначительными. Приезжие девушки, модели, девочки из регионов, которые сами виноваты. Такой была неозвученная логика равнодушия. Когда молодая красивая женщина погибает в Москве, а рядом находит шприц, у перегруженного следователя срабатывает шаблон. Передозировка, стиль жизни. Одна галочка, и дело закрыто. А через стенку уже готовится следующее убийство. В 2025 году имя осужденного лжемага снова появилось в сводках новостей. Отбывая наказание в исправительной колонии номер 21 в Архангельской области, Мартиросян систематически нарушал режим содержания и конфликтовал с администрацией, пытаясь завоевать авторитет среди заключенных. После очередного отказа выполнить законные требования сотрудников исправительного учреждения,
Он был водворен в штрафной изолятор, а следственные органы возбудили в отношении него новое уголовное дело по 319 статье Уголовного кодекса Российской Федерации за оскорбление представителя власти. Даже за решеткой он остался тем, кем был всегда – человеком, который ищет над кем доминировать. Трон с золотой короной отняли, но потребность во власти осталась. Теперь вместо доверчивых девушек – заключенные и охранники. Инструменты другие, суть та же. Наталье Трапезниковой было 23 года. Она занималась академической греблей, выигрывала конкурсы красоты, работала по контракту в Японии и училась в Академии государственной службы. Марии Агарковой был 21 год. Она занималась синхронным плаванием и только начинала путь в модельном бизнесе. Ее матери Наталье было 38. Она была мастером спорта по художественной гимнастике, работала фитнес-инструктором и приехала в Москву, чтобы помочь дочери купить квартиру. Они не употребляли вещества. Они вели здоровый образ жизни. Они верили, что в столице их ждет будущее. Их будущее закончилось в квартирах, где на кухонных столах кто-то аккуратно разложил шприцы и ложки, чтобы все выглядело как передозировка. Чтобы можно было закрыть дело одной подписью. Чтобы о них забыли. Об Инне Филипповой, пропавшей в ночь перед Новым годом, забыли еще раньше. Ее тело так и не было найдено.